online school of English by Alex Rubinov. Hello guys, welcome to our new vocabulary video. Today let's talk about something that I hope you like very much, which is movies, TV series, TV shows, and so on and so forth. So we're going to talk about them and also about our impression. Поговорим про фильмы, сериалы, различные шоу и про наше собственное впечатление о них. Impression of them. Alright, so let's start. Начнем с первого слова. Это будет eventually. Eventually – это в конечном счете. Eventually. На что похоже? Eventually. Eventually. Eventually – это в конечном счете. Похоже на, представьте себе, event. Да, event идет, потом он закончился, event. Ивенту пришел the end. Вот. И вот это eventually в конечном счете, это мероприятие закончилось. Event eventually закончился, да? Eventually, в конечном счете. Alright. Следующее extremely. Extremely, чрезвычайно. Extremely. It is extremely important. Это чрезвычайно важно. That was extremely cool. Это было чрезвычайно круто, ну просто потрясно. Alright, so extremely. Представьте себе экстремальный спорт. Мы идем на крайности, да? Чрезвычайно рискуем в экстремальном спорте, да? Extremely. Мы чрезвычайно рискуем в экстремальном спорте. Extremely. Чрезвычайно. Alright. The next one is a feature film. A feature film. Художественный фильм. Feature, вообще черта какая-то, да? Например, a feature of my character. Черта моего характера. A feature. Фильм, как бы какой-то фильм с чертами. So, a feature film. На что похоже? Feature film. A feature film. Похоже на свечу. В фильме свеча, свеча в фильме, a feature film, в этом художественном фильме есть свеча. Смотрите, свечи в этом feature film, right? Okay. Следующее будет a cartoon. A cartoon – это мультфильм. A cartoon, a funny cartoon, забавный мультфильм. Похоже на картон, картонный мультфильм. Cartoon, картонный, cartoon, картонный мультфильм. A cartoon. Okay. The next one is a consequence. Давайте вместе. A consequence. A consequence. Последствия. A consequence. Последствия. Какие-то последствия. A consequence. Так вот, представьте себе коня. Вот представили себе коня, да? Вот конь, да? Представили. А теперь представьте себе, что у нас целая sequence из этих вот коней. Целая sequence коней. Целая последовательность, некая последовательность коней. И однозначно, если перед вами некая последовательность коней, дальше будут какие-то consequences, будут последствия. Представьте себе, они тут все топчутся, да? И вот сейчас точно что-то сломается, точно будут consequences. Последствия просто обеспечены, inevitable. Inevitable consequences. Alright. Следующее будет to afford. To afford – это позволить себе в плане денег, в плане времени, позволять себе или в плане стратегически каким-то образом. Например, I can't afford it. Я не могу себе это позволить. I can't afford to buy a new car. Не могу позволить себе купить новую машину. So to afford, to afford, to afford. Похоже на afford. Afford, на Ford. Я не могу позволить купить себе Ford. Он не может купить себе Ford. А он не может позволить себе, he can't afford, купить себе Ford. Alright? Окей, следующее будет у нас to make sense. To make sense – быть логичным. Значит, быть логичным, то есть делать смысл. Делать смысл. Вот представьте себе, конвейер, да, вот конвейер идет. Так вот, этот конвейер doesn't make sense. Он не производит смысла, он производит какие-то непонятные желтые коробочки. И эти коробочки на этом конвейере, it doesn't make sense. Это, нелогично совершенно. Смысл они там точно не производят. Смысл они там не make. Нет, they don't make sense. Они совершенно не имеют никакой логики, да? They don't make sense. Следующее это to have something
in common. Иметь что-то общее. Так же, как и не иметь ничего общего. To have nothing in common. Не иметь ничего общего. We have nothing in common. У нас с тобой нет ничего общего. So, to have something in common. In common. In common, представьте себе, в коммуне все общее, да? В коммуне все у них там in common. У них in common абсолютно все. У них все общее. They have everything in common. У них все общее. So, they have a lot in common. У них много общего. Alright. Следующее это to deserve. To deserve. To deserve это заслуживать, да, или заслужить. To deserve. To deserve. Заслуживать. Так вот, to deserve an award. Заслужить награду. Например, да, Оскар, например. To deserve an Oscar. So, deserve, представьте себе, она Оскар получила и заслужила резерв. Резерв в ресторане. У нее зарезервирован столик, у нее резерв есть, потому что она deserved it. Она deserved it. Yeah, she deserved it. Alright. И следующее будет other и another. Это, наверное, единственное слово в английском, которое имеет разные формы для единственного и для множественного числа. Так вот, много – это other movies, другие фильмы, other TV series, другие сериалы, other episodes, другие серии и сериала, да? So, another – это будет один другой один, то есть в него как бы вросся артикль an, another comedy, другая комедия, another person, другой человек, another actress, другая актриса и так далее. So, other – много, another – один. Alright, so как мы будем запоминать? Other. А верил-то он в другого актера, да, верил он, что другой актер получит Оскар, а не он сам, да, помните? So, Леонардо Ди Каприо верил, а верил-то он, что another actor получит Оскар, right? So, another и other. Так. Следующее это obvious. Такое нечто среднее между о и а, да? Obvious это очевидный, obvious, очевидный. Очевидный, представьте себе, как обвелась, очевидно, как обвелась эта птичка вокруг шеи, да, обвелась она, как очевидно, что она обвелась вокруг шеи. Obvious, обвелась, да? Alright. Отлично. Теперь давайте вспомним слова. Я вам скажу по-русски, а вы скажите сразу по-английски. Alright? Заслуживать. Как будет заслуживать? Заслуживать награду. To deserve an award. To deserve an Oscar. To deserve, да, заслуживать. Alright? Следующее будет позволять себе. Позволить себе. Это, помните, afford. Он позволить себе не может. He can't afford it. To afford. Позволять себе. Alright. Следующее. Быть логичным. Быть логичным. Помните, да? Как бы делать смысл. Производить смысл. To make sense. They don't make any sense. Они абсолютно нелогичны. На эти серии, например, these episodes. They just don't make sense. Да, они вообще нелогичны. Иметь что-то общего. Или иметь много общего. Как будет? Alright. Помните, в коммуне все общее, да? To have something in common. Иметь что-то общее, да? Или to have a lot in common. Да, иметь много общего. Или to have nothing in common. Не иметь абсолютно ничего общего. Alright. Следующее. В конечном счете. В конечном счете любое мероприятие заканчивается, да? Eventually. Чрезвычайно. Экстремальный спорт. Extremely dangerous. Extremely interesting. Чрезвычайно. Художественный фильм.
A feature film. A feature film, как свеча, да, в фильме есть, да, там какая-то есть свеча. Свеча в фильме, feature film. Мультфильм. Как будет мультфильм? Да, помните, картонные мультфильмы, да? A cartoon. Последствия. Помните, у нас sequence из коней. Consequences. Последовательность коней. Тут точно будут последствия. Alright. Следующее. Очевидный. Как она обвелась. Да, помните птичку? Обвелась. Она так obvious. Это было совершенно obvious. Всем было видно, как она обвелась вокруг шеи, да? Obvious. Другой или другие. Это other. Верили-то мы, что другие актеры получат Оскар, да? А другой это another movie, another actor, another film director, да, другой режиссер и так далее, да? So other и another. Alright. Отлично. Пожалуйста, поставьте на паузу, еще разочек проговорите вслух пары этих слов с переводом. Alright, thank you very much. Отлично. Теперь наоборот. Давайте я скажу по-английски, а вы скажите сразу же на русском, как это будет звучать. Alright. Первое. To afford. I can't afford it. Не могу себе это позволить. I can't afford it. To have something in common. To have something in common. Iметь что-то общее, да? To have something in common, как в коммуне, да? Alright. So to make sense, быть логичным, да, как производить смысл. Это производит какой-то смысл. It makes perfect sense. It makes a perfect sense. Да, это совершенно логично. Следующее, to deserve. To deserve, как резерв, да, to deserve, заслуживать, да, deserve, заслуживать. Obvious, obvious, да, очевидный, obvious это очевидный. Other или another, но при этом another, да, другие и другой. A feature film, художественный фильм, конечно. A cartoon, мультфильм, да. A consequence, да, коней, некая последовательность коней, это явно какие-то последствия приносит. A consequence, последствия. Eventually they got married. В конечном счете они поженились, да. Eventually they got married. И extremely funny. It's extremely funny. Extremely, чрезвычайно забавно, например, да? Alright, okay, very good. So now let's take a look. How can we use it? Давайте посмотрим, как мы можем это использовать на практике. Итак, all my childhood I was watching TV series. Все мое детство я была в процессе смотрения сериалов. I was watching TV series all my childhood. These TV series had a lot in common. Эти сериалы имели много общего. They had a lot in common. They were funny, they were adventurous, они были приключенческими. Там, да, у них было много всяких интересных штук. So eventually they broke up in the last episode. В конечном счете они расстались, да, в последней серии. They broke up in the last episode. I hate documentaries. I watch only feature films. Я терпеть не могу документальные фильмы. Я смотрю только художественные фильмы. I watch only feature films. The scenario of that show doesn't make any sense. Сценарий этого шоу не имеет вообще никакого смысла, то есть оно как бы нелогично. Абсолютно там есть какие-то противоречия, да? Там все не совсем понятно. I don't like their acting. Let's watch another movie.
Мне не нравится их актерская игра, да, their acting. Давай посмотрим другой фильм. Let's watch another movie. I prefer to watch cartoons when I'm exhausted. Я предпочитаю смотреть мультики, когда я очень-очень устала. My dog can be a movie star. He really deserves an Oscar. He really deserves an award. Моя собака может быть просто кинозвездой. Он действительно заслуживает Оскар. Такое творит, да? Такую награду заслуживает, да? He deserves an award. This film director can't afford to make another bad movie. Этот режиссер не может себе позволить сделать еще один плохой фильм. The consequences for his reputation will be really bad. Extremely bad. Последствия для его репутации будут просто ужасными, да, чрезвычайно плохими. Very bad. What a spectacular actress. She became extremely famous because she had been playing in great movies. Какая шикарная, вообще прекрасная актриса. Она стала чрезвычайно известной. She became extremely famous, потому что до этого она какой-то период времени играла в шикарных фильмах. She had been playing in great movies. Alright, пожалуйста, поставьте на паузу и посочиняйте ваши собственные предложения с этими словами, говоря о том, что вы любите смотреть, об актерах, а также что там происходило в этих фильмах или сериалах. Alright? Thank you very much. Отлично, супер. Then that's all for today, guys. Thank you very much for watching and see you next time.